13，武魂融合技，复活神光。Узнать, что Тансан в финале умрет, наверное, для всех было большой неожиданностью. Некоторые писали в комментариях, что даже опечалились. Но не стоит переживать, Тансан обязательно вернется, причем очень быстро, и выиграет войну. Да, Тансан почти в самом финале погибнет от рук Бибидун. Это факт. Сцена его смерти полна огорчений и слез его друзей. Да что там, даже враги, такие как Хулена и Тянь Рэнсюя, были потрясены смертью Тансана. Наверное, этот момент будет на том же уровне эпичности, что и жертва Сяову. Однако, есть способ вернуть Тансана к жизни, потому что к тому времени он уже не был простым человеком. Все-таки морского бога убить не так легко. Тансан умер однажды, когда спас Сяову и вернулся. Также на этот раз Тансан погибнет не навсегда. Он спустя совсем короткое время вернется к жизни. А тогда всей силой Асуры отомстит Бибидун. Пощады императрицы не будет. Убив Тансана, Бибидун дала Небесной Империи лишь 3 дня, чтобы сдаться. В ином случае она обещала божественной силой расправиться со всеми. Без Тансана теперь противостоять ей некому. С силой бога не сравнится ни один мастер, пусть даже титулованный. Со злобным злодейским смехом Бибидун поднялась ввысь и исчезла вместе с Тянь Рэнсюя и Хуленой. Хотя эта битва была короткой, но итог ошеломил и напугал обе стороны. Оскар принес тело Тансана, спустившись с неба. Нин Ранрон была первой, кто пришел к нему. Танхао тоже вернулся к стене. Все окружили тело Тансана. «Бро!» Сяову дико кричала, бросаясь к Тансану. Раны на его груди выглядели действительно ужасно. Большая дыра на левой груди была смертельной. Были видны золотые вены и кости. Кровь все еще хлестала из ран. На его лице не было ни блеска, ни дыхания жизни. Танхао и Великий Мастер были сбиты с толку. Всего минуту назад их сын все еще был благородным морским богом, но теперь он был мертв. Сяову плакала, даже у Оскара потекли слезы. Танхао расталкивал людей и шел прямо к Тансану. Он не плакал. Он был единственным, кто не плакал среди этой толпы, но его глаза были налиты кровью. Глядя на Тансана в объятиях Сяову, в его глазах не было духа устрашающего титулованного, а лишь взгляд отца. Все хотели отомстить и прямо сейчас отправиться биться с Бибидун. Да, это было просто ужасное, душераздирающее событие. Все горевали из-за смерти Тансана. Но Тансан обязательно вернется. Каким образом? Ключом к воскрешению Тансана стали Оскар и Нин Ранрон, 2 величайших мастера поддержки на континенте. Будучи на уровне титулованного, их сила вспомогательных духов не имела себе равных. Слияние 9-х навыков Оскара и Нин Ранрон пробуждает неимоверный навык, называемый Божественный Свет Воскрешения. Это техника духовного слияния Оскара и Нин Ранрон. Ее эффекты – воскрешение объекта, чье тело не было уничтожено, и который не был мертв более 2 часов. Использование этой способности приводит к тому, что пользователь теряет свою духовную силу на 1 месяц. Только представьте, насколько могущественная способность, но за ее использование действительно придется заплатить немалую цену. Конечно же, Оскар и Нин Ранрон были готовы на все ради Тансана. Когда все были в отчаянии, Оскар вдруг крикнул: «Сан будет спасен!» Он рассказал о своем 9-м красном кольце. Оно получило только 1 навык, также и кольцо Нин Ранрон. Но когда они взялись за руки, они ощутили вторую 100-тысячелетнюю способность – воскрешение. Это слияние духов Оскара и Нин Ранрон было высочайшим и самым редким слиянием на боевом континенте. Неудивительно, навык, сумевший воскресить бога Тансана, такое не увидишь дважды. Пока не прошло много времени, Сяову забрала тело Тансана, и все отправились в штаб Небесной Империи. Для успешного воскрешения не должно пройти более 2 часов со смерти. Сяову держала тело Тансана, стоя посреди комнаты. Нин Ранрон и Оскар стояли по обе стороны от нее. Все остальные отошли в сторону, давая им место. В этот момент их лица были наполнены тревогой и беспокойством. Все они молча надеялись на положительный исход. Оскар глубоко вздохнул. «Сяову, отойди в сторону». Сяову подняла взгляд. Отчаяние в ее глазах исчезло, оставив там только надежду. Нин Ранрон и Оскар взялись за руки, и появился чудесный ореол. Из-под их ног одно за другим появлялись духовные кольца. Все видели ужасные раны на груди Тансана. Более того, у него больше не было сердца. Поскольку его божественная душа столкнулась с душой Бибидун, он так и не проснулся. При таких обстоятельствах никто не знал, на сколько процентов он сможет успешно воскреснуть. 9-е кольца Оскара и Нин Ранрон вдруг ярко вспыхнули, расцветая ослепительным светом. 2 красные светящие сферы вылетели, полностью закрыв их тело. Они слились воедино.
Внезапно вспыхнул свет. Оскар и Нинранрон совершили чудо. Они смогли воскресить не просто человека, но морского бога, а также того, кто после этого станет богом Асурой. Тансан вернулся к жизни. Только после этого произойдет настоящая финальная битва Тансана Асуры против Бибидун Ракшасы. И это спустя такое короткое время. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, рады ли вы воскрешению Тансана. Подписывайтесь на канал и всем пока.